Привет! Сегодня выпуск посвящен истории, которая произошла в конце июня на одном из самых популярных курортов Мексики. И главный вопрос, который я себе задал, разбирая этот инцидент, звучит так. Как вообще получилось, что человек оказался один на один с диким хищником буквально в 100 метрах от пляжного бара? Давайте идти по порядку, потому что здесь важна каждая деталь. Итак, пятница, 26 июня 2026 года. Время около половины седьмого вечера. Пляж Марина Вальярта, штат Халиско, западное побережье Мексики. 28-летний парень по имени Ирвинг Маурисио, юрист из Мехико. Он приехал сюда по рабочим делам, хотя другие источники говорят, что он приехал на отдых с друзьями. Но, так или иначе, на закате дня он заходит в воду, чтобы сделать фотографию на память. Почти ничего особенного, так делают тысячи туристов каждый день на любом пляже мира. Стоя по пояс в воде, он поворачивается спиной к открытому океану и лицом к камере. И именно в этот момент в мутной воде его атакует огромный крокодил примерно в 3 метра и 70 сантиметров длиной. Он хватает парня за бедро и тащит на глубину. Свидетелями этого становятся Джейми Йетер и ее жених Крис Бьюри из Калифорнии. Семья отдыхала у бассейна вместе с дочерью и праздновала школьный выпускной. Услышав крики со стороны берега, они среагировали как профессиональные спасатели. В прошлом оба пловцы и не раз вытаскивали людей из опасных течений. Сначала Крис зашел в воду по пояс и бросил Ирвингу спасательный жилет. Однако тот уже находился в глубочайшем шоке и хаотично бился в воде и не реагировал на его команды никак. Видя, что мужчина уходит под воду, Бьюри запрыгивает на каяк, который кто-то притащил на пляж, но на берегу не оказывается весел. Он гребет руками и пытается продвинуться вперед среди волн, маневрируя прямо над тем местом, где рептилия утащила парня под воду. Крокодил был настолько большим, что Джейми с ужасом описывала этот момент так. Он схватил его за бедро и начал крутить. Голова этой рептилии была длиной с мое туловище, а хвост толще моих ног. Вода была настолько мутной от песка, что когда крокодил окончательно утащил Ирвинга вниз, под каяком невозможно было разглядеть вообще что-либо на расстоянии вытянутой руки. Крис оказался прямо над ними, но сделать уже ничего не мог. Он это писал одной фразой. Все заняло буквально мгновение, и его не стало. Поняв, что хищник окончательно утащил его на глубину, Крис был вынужден вернуться назад. Супруги потом сказали, что чувствовали себя абсолютно беспомощными и опустошенными. Кроме того, на берегу оставались две плачущие женщины, подруги Ирвинга, на чьих глазах все это произошло. Они немедленно сообщили о случившемся администрации отеля и вызвали полицию. Дальше начинается то, что в подобных случаях происходит почти всегда. Масштабная поисковая операция. В субботу, примерно в 7 часов утра, парня нашли в 300 метрах от берега, в районе устья Бока-Негра. Тело было извлечено целиком из вод океана спасательными службами. На нем присутствовали явные повреждения от укусов, но без признаков того, что животное пыталось съесть добычу на месте. И это полностью соответствует типичному охотничьему поведению крокодила: захватить крупную добычу и удерживать ее под водой ровно до тех пор, пока она не перестанет сопротивляться. Официальный вердикт судебно-медицинской экспертизы звучит так: асфиксия от утопления. В тот же день неподалеку у пляжа Бока де Томатес специалистами был отловлен и предполагаемый виновник происшествия. Правительство Халиско назвало произошедшее крайне редким и изолированным случаем, и по статистике это действительно так. Вероятность столкнуться с крокодилом и именно с летальным исходом оценивается приблизительно как 1 к 2,5 миллионам. И это по-настоящему аномальное событие. Но, если копнуть глубже, именно для этого сектора такая история далеко не первая.
Например, в июне 2021 года в этой же самой локации крокодил ночью напал на 18-летнюю туристку из Калифорнии. Ей повезло, и она выжила. В июне 2022 года у соседнего пляжа Плая Боканегра крокодил травмировал двух туристов из Колорадо, которые зашли в воду тоже ночью возле устья реки. Можно предлагать на самом деле любую статистику, но с точки зрения конкретно этого места, за 5 лет это уже третий подтвержденный случай. По официальным заявлениям, на этой территории выставлены предупреждающие знаки, есть ночное патрулирование и специальные красные флажки, сигнализирующие об опасности, а персонал обучен реагировать на подобные ситуации. Но нам нужно понять биологию самого места. Пуэрто-Вальярта построена вдоль естественной среды обитания американского крокодила. По оценкам местных исследователей, только в этом районе живет около 250 особей. Суть здесь совершенно в другом. Урбанизация сократила естественные болота и коридоры для миграции рептилий. И крокодилам буквально некуда деваться, кроме как перемещаться в океан прямо через городские территории. В сезон дождей, а это именно конец июня, Пуэрто-Вальярте уровень воды поднимается в реках и эстуариях и соединяет устья с открытым океаном. И животные получают прямой доступ к пляжам, на которых отдыхают туристы. Такая погода в том числе одновременно резко снижает видимость в прибрежной зоне из-за вымываемой глины, песка, органики и земли. И именно в такой непрозрачной шоколадной воде американские крокодилы получают идеальные условия для охоты и становятся абсолютно невидимыми для человека как с берега, так и с лодки. Крис Бьюри, который пытался спасти Ирвинга, отдельно подчеркнул, что вода была очень мутной и невозможно было увидеть что-то даже на расстоянии 30 сантиметров. Но, конечно, тут дело еще в том, что власти и бизнес официально считают достаточным уровнем предупреждения, и то, как сам турист видит это для себя, который приехал отдыхать, не задумываясь о местной фауне. Еще раз хочу подчеркнуть, что в этих местах ученые советуют избегать воды в сумерках и ночью и держаться подальше именно от устьев рек и эстуариев, никогда не кормить диких рептилий и сообщать о встречах в экологические службы. Это простые правила, но работают они только тогда, когда турист вообще понимает, что находится в зоне риска. Для местных условий Маурисио являлся именно приезжим туристом. Он мог не знать всех тонкостей поведения дикой природы именно в штате Халиско в сезон дождей. Жители Мехико, они вообще живут в огромном горном мегаполисе и с крокодилами в повседневной жизни не сталкиваются. И это может объяснить, почему он мог спокойно зайти в воду на закате, не подозревая об опасности. Буквально сразу после этого случая местная ассоциация резидентов района вместе с представителями гостиничного сектора и гражданской обороны разработала новый протокол, которого раньше не существовало. Теперь каждый отель, граничащий с пляжем, обязан отдельно выделить охранника именно для патрулирования береговой линии с 7 утра и до 7 вечера. Его задача именно в том, чтобы замечать животных и предупреждать отдыхающих людей. Кроме того, планируется закупка квадроцикла, гидроцикла, дрона и рации для всего района. А в перспективе даже рассматривается система GPS-мониторинга слежения за крокодилами с умными буями. И это уже чем-то похоже, да, на систему предупреждений в Австралии. Такая история. Курортный бизнес, конечно, по всему миру экономически заинтересован не пугать гостей. Но где проходит грань между разумной честностью и коммерческим замалчиванием реального уровня риска? И вот если вы сегодня окажетесь на похожем пляже, где угодно, в Мексике, во Флориде или в Юго-Восточной Азии, сможете ли вы отличить формальное предупреждение от очень важного знака, который реально поможет спасти вам жизнь? Напишите об этом в комментарии, давайте обсудим. На этом все. Всего вам самого доброго. До следующих выпусков.
и пока.